Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня у нас видео необычного или непривычного формата, в котором мы попытаемся объять необъятное. Сегодня мы узнаем что-то новое, и это обязательно. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях под видео, потому что некоторые вопросы очень емкие, и писать ответы в виде собраний сочинений у меня просто сейчас нет времени. Плюс ко всему, наверное, ответы на эти вопросы будут интересны многим. Этот месяц в плане видео, наверное, будет самым неординарным, ведь в этом месяце, 24 апреля, наш канал отметит годовщину своего открытия. Многое было рассказано за этот год, а еще больше показано. Тем не менее, жизнь течет и все меняется. Многие зрители приходят на канал, и вопросы возникают те же самые. Те самые вопросы, которые возникали 11 месяцев назад. Например, а в каком, Наташа, вы городе? Друзья, мы с вами в городе Владивосток, городе на крае нашей России. Город расположен на берегах Японского моря в 9288 километрах от Москвы. Разница времени с Москвой 7 часов плюс, то есть когда в Москве полночь, во Владивостоке уже 7 утра. И поэтому, когда вы пишете мне комментарии в вечернее время, находясь в европейской части нашей планеты, я сплю пятым сном младенца, потому что я, друзья, в Азии. Именно поэтому на комментарии, которые вы оставляете в свое вечернее время, я отвечаю с задержкой, то есть с разницей примерно в 7 часов. Вы ложитесь спать, я просыпаюсь и начинаю читать ваши комментарии, читать и отвечать на них. Некоторые комментарии требуют односложного ответа, и это просто, а некоторые очень емкие, и на них нужно отвечать объемно, писать много. И сейчас, в весеннее время, когда забот и хлопот у нас прибавляется, отвечать на комментарии емко и длинно у меня не всегда получается. Поэтому в этом видео я постараюсь ответить на те комментарии, которые требуют долгих ответов. Итак, друзья, приступим к вопросам. Расскажите о плесени на коре в посадке. Надо ли с ней бороться? Прежде всего, друзья, нужно убедиться, действительно ли у вас в посадке плесень. Дело в том, что многие виды коры сейчас специально обрабатываются доломитовой мукой. И на коре образуется такой своеобразный белый налет, который многие новички принимают за плесень. Но это не так. Поэтому, друзья, я очень прошу вас, если у вас возникает вопрос или какая-то проблема, присылайте, пожалуйста, фото в Яндекс.Дзен. Для этого вам нужно зарегистрироваться на Яндексе, то есть создать почтовый ящик и затем зарегистрироваться в Яндекс.Дзене. После этого вы попадаете в Яндекс.Дзен, а там уже все просто, дело техники. Вы можете через поисковик найти канал по названию «Классика орхидейного жанра», а можете воспользоваться ссылкой на канал, которую я оставляю в первом закрепленном комментарии под каждым из последних видео и в описании к видео. Попав на канал, под любым видео вы пишете комментарий с описанием своей проблемы и обязательно прикрепляете фото. Чем больше фото, тем лучше. Какой должна быть фотография? Фотография должна быть формата 16:9, то есть по горизонтали, для того, чтобы изображение можно было лучше рассмотреть. И вот сейчас, друзья, у нас будет эта возможность посмотреть на плесень на коре, благодаря другой зрительнице канала, которая нашла уже путь в Яндекс.Дзен, прикрепила фотографии и задала аналогичный вопрос там. Итак, вопрос. Вот такую плесень обнаружила в горшке. Никогда не сталкивалась, листья у орхидеи пока очень хорошие, а с корнями беда. Как вы думаете, нужно ли обрабатывать чем-то? Вытаскивать не хочу, поливаю микрополивом, в арсенале есть сок алоэ, выдержанный в холодильнике. Великолепные фотографии прислала нам Нина. Эти фотографии позволяют рассмотреть действительно плесень. Нужно ли что-то делать с этой плесенью, если состояние растения просто восхитительно и корневая система с другой стороны выглядит вполне прилично?
Нет, друзья, ничего делать в этом случае не нужно, разве что для вашего личного успокоения. Орхидея сама выправит эту ситуацию, сама справится с этой плесенью, точнее плесень уйдет самостоятельно, если для орхидеи будут созданы все благоприятные условия. То есть обеспечено достаточное количество света и световой день нужной длины. Для поддержания орхидеи после пересадки можно использовать настой листьев толстянки. Как делать такой настой, давно известно, на канале есть множество видео по этому поводу. Если же вы вот прям очень хотите избавиться от этой плесени в ближайшие сроки, не хотите на нее смотреть, она вам претит, тогда вы можете замочить эту орхидею в растворе фитоспорина или триходермы. Это биопрепараты, которые не нанесут никакого вреда орхидее, в то же время в кратчайшие сроки справятся с плесенью. Но еще раз повторю, когда вы видите перед собой орхидею вот такого качества, волноваться не стоит. Плесень сама уйдет со временем, поливаете правильно, создавайте правильные условия для содержания орхидеи, и все будет просто отлично. Следующий интересный вопрос касается применения сыворотки, о которой мы говорили в прошлом видео, в качестве средства борьбы с насекомыми-вредителями. Действительно ли сыворотка помогает бороться с вредителями? Да, друзья, помогает, особенно профилактически. За счет чего это происходит? Дело в том, что насекомые к радости нашей и, к сожалению, для них не могут переваривать лактозу. С этой же целью, кстати, подойдет и обыкновенное молоко, если его разбавить и обработать орхидеей. Наверное, это тема отдельного видео. Для использования сыворотки в качестве профилактического средства и средства борьбы с насекомыми потребуется еще один очень важный ингредиент в пульверизатор. И в рамках этого видео, пожалуй, я об этом не расскажу. Потребуется еще прилипатель. И у меня есть прекрасная информация на эту тему. Информация не моя, все источники расскажу и покажу. И в отдельном видео, это задел на будущее, я обязательно расскажу вам, как использовать сыворотку и не только сыворотку в борьбе с насекомыми с помощью прилипателя. И если вам интересна эта тема, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, для того, чтобы я могла понять, достаточному ли количеству зрителей в принципе важен этот вопрос. Следующая группа комментариев и вопросов в них связаны скорее с организационными вопросами. У меня орхидея с плохим тургором листьев, вместо корней тяжи, можно ей как-то нарастить корешки, шейка нормальная, такая мне досталась. Друзья, на канале есть плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу», а в этом плейлисте порядка 5-6 видео о реанимации орхидей, то есть о восстановлении орхидей в случае потери тургора листьев или потери корневой системы. Пройдите в плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу» и по возможности изучите его. Во-первых, у вас сложится полная картина по уходу за орхидеями, что нужно орхидее, какова агротехника по уходу за орхидеями и какова в принципе физиология тех самых орхидей. Без этих знаний дальнейшее продвижение в плане изучения и выращивания орхидей в принципе будет неполным. Но даже у тех, кто уже на 200% выполняют мои рекомендации, остаются вопросы. Будьте добры, расскажите уход за вандами и башмаками. Все волшебно. Друзья, с ванд, можно сказать, начался этот канал. По вандам есть также отдельный плейлист. В этом плейлисте из 4 частей состоит учебник или полное пособие по уходу за вандами. Так и называется плейлист «Ванды. Уход от А до Я». Доподлинно известно, что благодаря этому пособию уже у многих зрителей ванды начинают выдавать домашние цветоносы и готовятся к цветению. Так что, друзья, все вполне возможно, нужно лишь приложить усилия и захотеть изучить тот материал, который уже есть на канале. А вот еще один очень емкий и показательный комментарий. Он будет, пожалуй, интересен многим. Анна достаточно давно на канале, и ее историю я знаю очень хорошо. Анна долгие месяцы пытается побороть вредителей.
каких вредителей и с какими вредителями она борется, я до конца не понимаю. Давайте почитаем этот комментарий с вопросами вместе и попытаемся разобраться. Весь текст комментария вы сейчас видите на своих экранах, а я прочитаю лишь то, что нас будет интересовать. Наталья хотела у вас спросить, как вы думаете, убрав грунт с орхидеи, я спасаю их от клещей, или они так присосались к листьям и цветам, что им все равно, есть грунт или нет, или грунт здесь ни при чем? Кто высасывает сок из цветов и листьев орхидей, трипсы или клещи? Давно вынула из грунта орхидеи, а они все равно из-за этой беды чахнут, и сразу несколько. Листья на глазах теряют тургор, желтеют, а некоторые листья стали какого-то ярко-салатового цвета. Итак, пытаемся ответить на поставленные вопросы последовательно. Какое значение в развитии и размножении клещей и трипсов имеет грунт, или имеет ли он вообще какое-то значение? Друзья, но лишь опосредованное. Дело в том, что и клещи, и трипсы прекрасно могут существовать без грунта. Они откладывают свои яйца, свои личинки, то есть размножаются непосредственно в пазухах листьев и в листовых пластинах внутри, вот прямо внутри ткани листа. И если это уже случилось, если это произошло, никакие превентивные, профилактические или поверхностные меры здесь уже не помогут. Здесь поможет только системное лечение. Для того, чтобы понять, какое конкретно насекомое поедает вашу орхидею, мне нужны фотографии с местами поражений в очень хорошем качестве, в том формате, в котором я сказала в начале видео, то есть в горизонтальном формате. Друзья, трипсы и поражение трипса, и клещи оставляют совершенно разные последствия на листьях орхидей. Их спутать в принципе сложно. И поэтому, если мы вместе попытаемся посмотреть на эти следы поражения, то наверняка разберемся. Но что, если проблема уже есть, а инсектицида под рукой нет? В этом случае вам поможет один прекрасный народный способ по борьбе с вредителями, если, конечно же, эти вредители уже не засели очень глубоко в растении, то есть если проблема не запущена. Итак, друзья, в этом нам поможет шелуха. Обыкновенная луковая шелуха, а еще лучше смесь. Смесь луковой и чесночной шелухи. От тли, трипсов, клещей, пилильщиков, мелких гусениц и других сосущих и грызущих вредителей применяется настой луковой и чесночной шелухи. Помимо того, что мы или многие из нас увлечены не только орхидеями, но и садом, огородом, я дам рецепт использования луковой шелухи от насекомых вредителей не только для домашнего ухода за орхидеями, но и для сада, огорода, то есть в двух разных пропорциях. Для домашнего ухода берем 1 стакан луковой шелухи и заливаем его литром кипятка. Настаиваем 2-3 суток, процеживаем, разбавляем обыкновенной теплой кипяченой водой в пропорции 1 к 2, то есть в 2 раза. И этим раствором обрабатываем орхидеи. Чем чаще, тем лучше. Но не реже, чем 1 раз в 3-5 дней. Настой луковой шелухи можно хранить в холодильнике, а вот сам рабочий раствор хранить нельзя. То есть, когда луковую шелуху, а точнее ее настой, вы развели водой, использовать нужно день в день. Этот же настой, кроме борьбы с вредителями, поможет вам бороться и с грибковыми инфекциями. Конечно же, не в запущенном состоянии. Ведь в составе луковой шелухи присутствуют кверцетин, эфирное масло, фитонциды, соединения серы и полный набор макро- и микроэлементов, кроме азота, необходимых для роста и развития орхидей. Биологически активные соединения продукта проявляют антисептические, противомикробные, санирующие, иммуномоделирующие и общеукрепляющие свойства.
А теперь давайте я вам расскажу, как использовать настой луковой шелухи для сада-огорода. Берем 1 литр луковой шелухи и заливаем его 10 литрами горячей воды. Настаиваем также 2-3 дня, отжимаем, процеживаем и используем в разбавленном виде в пропорции 1 к 2 для обработки растений в саде и огороде. В домашних условиях раствор настоя луковой шелухи мы используем только в обработках по листве, в субстрат не используем. А вот в саде и огороде вы можете использовать этот раствор как для листовых подкормок, так и для подкормок в грунт. Совершенно бесплатно и очень полезно это луковая шелуха. И есть в каждом доме, где в принципе употребляют лук. И за неделю вы наверняка насобираете жмень луковой шелухи для того, чтобы обработать свои любимые орхидеи. Никакого вреда, ни одного противопоказания, сплошная польза. Прекраснейшее средство для тех, кто не приемлет в своих квартирных условиях применение химии. Опережая возможные вопросы в комментариях, сразу скажу, что подойдет шелуха любого лука и любого чеснока. А еще, как я сказала ранее, лучше смесь и луковой шелухи, и чесночной. Так что, друзья, не выкидываем. Чистите лук или чеснок, шелуху обязательно оставляйте. Надеюсь, что вопросы применения луковой и чесночной шелухи для орхидей я осветила полностью. А теперь еще один вопрос, который мне задают на протяжении 11 месяцев. И вопрос этот касается моего образования. Имею ли я какое-то специализированное биологическое образование? Нет, друзья, не имею. У меня диплом с отличием экономиста-управленца, и моя специальность по диплому звучит так: экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса. Так или иначе, на протяжении всей моей жизни моя профессиональная деятельность была связана и с экономикой, и с управлением. А вот и мой вуз. Его вы сейчас видите на своих экранах. А вот с любовью ко всему живому я, наверное, родилась. Биологию люблю с детства и изучаю ее досконально, минуя свою профессиональную деятельность. И вот уже пошли кадры последней части нашего сегодняшнего видео. Вы просите в конце каждого видео показывать цветущие орхидеи. И сейчас на ваших экранах цветущий фаленопсис лека-фантастик. Невероятно красиво цветущий подросток с размером цветка 10,5 см. Сам такой маленький, а цветы такие большие. А вот еще одно чудо из чудес. В феврале, а точнее 5 февраля этого года, я отметила 3-летний юбилей цветения дикого кота в моих домашних условиях. То есть в течение 3 лет и уже 2 месяцев кот цветет не переставая. То есть на нем всегда присутствуют цветы. Не было такого дня, чтобы на диком коте не было хотя бы одного цветка. И вот в этом году дикий кот зацвел своеобразно. На нескольких цветах у него вместо 5 лепестков 6. И это смотрится так забавно, так оригинально. Я вам уже обещала, что я сделаю видео, собрав в него все свои самые странные мутации этого сезона цветения. Если вдруг вы не так давно присоединились к каналу и не посмотрели предыдущие видео на канале, то я вам расскажу, что каждый год этот фаленопсис зацветает 8 августа и потом цветет до следующего цветоноса. В этом цветении у фаленопсиса было 38 цветов. Те, что распустились в летнее время, уже отцвели, но сформировались новые бутоны и распустились. И сейчас на фаленопсисе 8 новых бутонов. Ждем очередной, наверное, 4-й полный распуск. И раз уж, друзья, сегодня 4 апреля, я озвучу вам еще одну новость, которой пестрит интернет, вдруг вы не знаете.
Министерство образования и науки попросило вузы перенести свой контент с YouTube на российские платформы ВК-видео и Рутуб. Это нужно сделать до 4 апреля. Роскомнадзор ранее неоднократно предъявлял претензии к YouTube, и в ближайшее время с его стороны могут последовать конкретные действия. Поэтому, друзья, на такой случай у нас с вами есть, так сказать, запасной аэродром, а это площадка Яндекс.Дзен. Присоединяйтесь к каналу, будем общаться там и наверняка не потеряемся. А завершать свое сегодняшнее видео я буду вот этим чудесным изображением. На ваших экранах парусник с очень знаковым названием «Надежда». Надежды всем нам, друзья! И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.